Привет всем! В предыдущем видео про опилки не раскрыл тему. В этом расскажу все подробно. Нужно утеплить чердак эркера. Опилки находятся у меня в гараже. Подвозит их мне на 4-метровой газели. Примерно вмещается по 100 мешков. Влажность опилок составляет 35%. Просеиваю их через старую кровать. В качестве аэрлифта использую садовый пылесос мощностью 2,8 кВт. Брал его примерно за 3500. Трубу использую двойную гофрированную с наружным диаметром 94 мм. Выход у пылесоса квадратный. Чтобы соединить пылесос с трубой, сделал проставку из канализационной трубы сотого диаметра, замотав все это дело на скотч. Пирог перекрытия следующий, снизу вверх. 2 слоя гипсокартона, необрезная доска дюймовка, затем слой извести 10-20 мм, затем сами опилки 400-500 мм и еще один слой извести. В некоторых местах между балок уложил соломенные тюки. В качестве парабарьера служит гипсокартон, в качестве биозащиты негашенная известь. Сверху она же играет роль ветрозащиты. Эти решения принимал, основываясь на советской литературе, считая их 100% рабочими. Периодически планирую выпускать видеоотчеты, в которых будет производиться тепловизионная съемка, замеры влажности и вскрытие, если понадобится. Так что обязательно подпишись на канал. Вообще, если говорить о преимуществах опилок по сравнению с той же минеральной ватой, то в первую очередь опилки — это экологически чистый материал. Хотя производители базальтовой ваты и заявляют, что их продукция экологически чистая, то стоит вспомнить, что вяжущая в базальтовой вате формальдегид. Во-вторых, опилки дешевый материал. На пилораме отдают их тогда как другие утеплители в магазине стоят денег. В-третьих, опилки обладают капиллярной активностью, что позволяет им при увлажнении до 20% сохранять свои теплоизоляционные свойства, тогда как базальтовая вата при небольшом увлажнении теряет свою эффективность. В-четвертых, опилки насыпной материал, они забивают все пустоты, плитный материал не может этим похвастаться. В-пятых, на практике при работе с опилками не возникает никакого дискомфорта, что не скажешь о базальтовой вате. Еще хочу обратить внимание на такой момент. Если вы хотите сделать слой опилок 400-500 мм, а по нагрузкам балка у вас проходит меньше, то достаточно оставить такую балку. Опилки прекрасно прессуются и не нужно городить специальные настилы. Я думаю, это не все преимущества опилок. Подпишись на канал, впереди будет много еще чего интересного. Ты заходи. Если что,